Приветствую вас, жители Суперземли, на связи Кайрон. Сегодня обсудим с вами содержимое технического обновления от 29 мая с кучей полезных функций для всех платформ. Свежие комментарии продакшн-директора студии Arrowhead касательно боевой эффективности будущего легендарного варбонда Warhammer. Наши успехи в выполнении главного приказа в честь годовщины битвы за Суперземлю и ответные действия иллюминатов по расширению бездны, а также другие наиболее интересные новости. Устраивайтесь поудобнее в своих адских капсулах, мы начинаем. 29 мая состоялся выход технического патча, который добавил в игру долгожданный апскейлинг и прочие полезные функции для быстродействия. Теперь владельцы зеленых карточек от гражданина Хуанга могут включить в настройках DLSS, вплоть до последней версии 4.5. Владельцы красных карточек AMD в свою очередь могут воспользоваться функцией FSR, также последней версии. Помимо этого на консолях были добавлены FSR версии 3.1 и PSSR первой версии. Кроме того, стали доступны и другие полезные нововведения, такие как переменная частота обновления, переменная скорость затенения, динамическое масштабирование разрешения, 2К разрешение в некоторых пресетах на PS5 и Xbox, а также снижение задержки изображения путем ввода технологий NVIDIA Reflex и AMD Anti-Lag второй версии. Узнать более подробно об этих функциях, а также ознакомиться с полным описанием этого обновления полностью на русском языке вы, как всегда, можете в нашем самом оперативном и свободном телеграм-канале. Сканируйте QR-код для варп-прыжка и подписывайтесь, чтобы всегда быть в курсе актуальных адалазно-суперземельских новостей. Наряду с вводом ранее упомянутых must-have-ных функций, технический патч, судя по его описанию, исправил некоторые известные баги, в том числе очень важную ошибку, из-за которой хеллдайверы не могли вручную забираться на небольшие препятствия и выступы без автопрыжка. Также были исправлены множественные проблемы с рендерингом, улучшена производительность и качество изображения на всех платформах, добавлены дополнительные варианты разрешения в настройках дисплея для мониторов с широким диапазоном доступных разрешений, улучшена производительность настроек высокого качества отражений и управления видеопамятью на ПК для повышения производительности на системах с ограниченным объемом видеопамяти. Изменен процесс приглашения недрузей через вкладку «Недавнее» в социальном меню для PSN. А вот новый контент, как я и говорил ранее, намечен уже на начало июня, в промежутке с 9 по 16 число. На этот месяц как минимум запланирован новый биом и варбонд, сюжетные кампании во второй галактической, а также балансные правки вооружения и фиксы. Кстати говоря о будущих новинках, продакшн-директор студии Arrowhead Алекс Болл дал несколько новых комментариев относительно боевой эффективности и этапов разработки будущего оружия из легендарного варбонда Warhammer 40 000. В ответ на один из постов на Reddit об актуальности и смысле покупки новой легендарки на фоне двух предыдущих, которые по большей части являются фан-сервисными, нежели эффективными, Алекс сообщил следующее: «Я очень хочу пролить свет на эту тему. Это наш третий легендарный варбонд, и мы кое-чему научились за это время. Один из выводов: на его создание уходит гораздо больше времени, чем на обычный пропуск. Согласование с правообладателями, обратная связь, доработка, лицензирование накладывает определенные требования, и мы пытаемся с ними работать. На данный момент мы выделили одну команду, которая занимается только легендарными заслугами, и начинаем работу как можно раньше. Что касается варбонда Warhammer 40 000, я вполне доволен. Мы начали работу довольно рано, и все выглядит более слаженно. Это также позволило нам сделать его интереснее с игровой точки зрения». Под другим похожим по нарративу постом он дополнил: «Могу сказать, что мы уже тщательно тестируем
контент и обязательно проверим баланс под пристальным вниманием наших самых надежных разработчиков, а также игроков. Переходя к важным событиям в рамках Второй Галактической, с радостью сообщаю, что стратегическая возможность на фронте терминидов успешно выполнена. Благодаря ранее освобожденной планете Сирус мы взяли в окружение Хиит и с поддержкой отрядов ВССЗ совершили феноменальное выполнение сразу двух условий предписания, а именно отразили одно нападение термигнит на Эрата Прайм с помощью Гамбита с Хиит. Планета Буровой Камень также была вовремя возвращена под контроль Федерации Суперземли. Как сообщает высшее командование, легендарный патриот, который год назад во время битвы за Суперземлю блестяще саботировал инфраструктуру иллюминатов, запустив вирус в их систему, в данный момент находится в полной безопасности в своей лаборатории и не пострадал от каких-либо мутаций. Что касается прогресса выполнения приказа от высшего командования в честь годовщины битвы за Суперземлю, хеллдайверы закончили освобождение всех 5 необходимых планет. Хотя было бы правильнее блеснуть своим тактическим гением и отправиться на Ирулту перед планетой Риф, дабы занять мегаполисы и совершить двойное окружение, чтобы уронить сопротивление противника и еще быстрее освободить последнюю цель. Плюсом к тому же перевыполнить план, дополнительно освободив планету Луга Элизия, заручившись поддержкой отрядов ВССЗ. Кроме того, как и ожидалось, оплоту нашего образа жизни на Суперземле ничего не угрожает. Лжетеории диссидентов о нападении на штаб Федерации в очередной раз не подтвердились. Пока мы заняты возвращением принадлежащих нам по праву территорий, кучка морепродуктов, именуемых себя иллюминатами, возвели новые экзошпили на Рирга-Бэй, где теперь бушует экзобуря. Что еще печальнее, если мы не успеем освободить эту планету до 1 июня, ее безвозвратно поглотит леденящая душу бездна. Мы никак не можем допустить подобного недемократичного развития событий. Учитывая, что главный приказ де-факто выполнен и нам осталось дождаться только окончания таймера, всем адским десантникам нужно в срочном порядке перегруппироваться на этот рубеж и восстановить торжество управляемой демократии. В честь героев Федерации, павших год назад во время обороны мегаполиса Порт Милосердия на Суперземле, сегодня был активирован протокол «Алмаз», который на следующие 48 часов дополнит все наши выкладки стратегемой «Орбитальный удар напалмом». Далее вас, как всегда, ждет актуальный личный приказ от командования и постоянная рубрика лучших комментариев от подписчиков. Личный приказ на ближайшие сутки – эвакуироваться, успешно добыв образцы. Пробил час рубрики «Комментарии подписчиков» под прошлым видео. Первый комментарий на сегодня оставил Герман Демченко. Они обязаны сделать хороший варбонд по Вахе, иначе я к ним сам инквизицию направлю. Думаю, эроухедовцы осознают важность этой коллабы как никогда, да и твое сообщение их явно замотивирует. Второй комментарий от Коляна Минометчика. Уже вижу, сколько багов, вылетов, артефактов будет с DLSS и FSR. Гражданин находится под следствием за измену. Исходя из того, что добавлением этих функций занимались волшебники из Nixes, которые ранее в разы уменьшили объем файлов игры на ПК, вероятность возникновения багов ниже, чем обычно. Завершает рубрику на сегодня Ember Time. Коллаба с Вахой – это сильно, но мы скорее всего получим имперских гвардейцев, а не космодесантников. Очень будет странно видеть космодеса, который складывается в гробик от 1-2 шлепков палкой надзирателя. Еще год назад главный креативный директор Йохан Пилстед оставил космодесантников за чертой подходящих для сотрудничества вселенных, так что с высокой долей вероятности мы не увидим их воплощение в этой легендарке. Дорогие друзья, благодарю вас за поддержку этого видео. Не забывайте ставить свой адско-десантный лайк и подписываться на канал и наш телеграм. На связи был Кайрон, до встречи в новых видео. Черт возьми, дайверы.